Поговорим о платном паркинге в Польше, о том, как вам сделать паркинг за 10 злотых в месяц. Друзья, привет, меня зовут Виталий, вы на канале о бизнесе в Польше. Прошло 8 лет и наконец-то я решил себе сделать платный паркинг на районе. Замечательная штука, очень удобно парковаться под домом и не бежать потом в 10 утра, чтобы перепарковать машину. Я разобрался, получил эту заветную бумажку и в этом видео расскажу вам, как это сделать. Но вначале ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и несколько вводных. Я буду говорить на примере Кракова по поводу платного паркинга, но вы можете применять это на другие города Польши. Я думаю, система примерно одинаковая. Итак, паркинг у нас платный, в основном платный он с 10 утра до 8 вечера. И в субботы тоже, в воскресенье бесплатный, но в воскресенье сложно найти парковочное место в центре города. Паркинг можно оплачивать либо в паркоматах, либо онлайн. Очень удобно это делать через приложение своего же банка. Прям наклацал, включил таймер, копейки у тебя списываются, деньги. Пришел, выключил таймер, все, списалось по факту. Не надо заранее планировать. Третье вводное — это то, что есть разные зоны в городе. Допустим, в Кракове 3 стрефы, 3 зоны А, Б, С. Соответственно, паркинг в час стоит 6, 5 и 4 злотых в час. Это тоже стоит учитывать. Теперь о паркинге на районе. Очень удобная штука, как я сказал, выглядит это следующим образом. Вы, по сути, готовите пачку документов, о которых я вам расскажу в конце видео. С этой пачкой документов приходите в специальный ужонт, платного паркования, по-моему, так это называется. Приходите туда с документами, подаете, они проверяют все в системе по вам, платите ли вы налоги, действительно ли вы тут зарегистрированы, действительно ли вы там прописаны, и выдают вам такую бумажечку с вашим регистрационным номером и пишут от когда до когда, в какой стрефе, то есть в какой подзоне вы имеете вот этот паркинг. Платите 10 злотых в месяц, я на полгода взял, у меня договор на полгода и 60 злотых прямо на месте карточкой заплатил. Клеите ее под лобовое стекло, либо ложите туда на торпеду и все, вуаля, у вас есть паркинг на вашем районе. Теперь какие документы для этого нужны? Документы следующие, то есть плохая новость, что надо побегать, чтобы их сделать, но хорошая, что они у вас и так будут, если вы живете и работаете, либо занимаетесь бизнесом в Польше. Это так, побочка, которая и так возникает. Все привязывается к тому адресу, где вы живете, да? У вас должна быть прописка по этому адресу. У вас на руках должен быть договор на этот адрес, где вы как физлицо, вы вписаны в этот договор, что вы можете там жить. Третье. Вы должны быть вписаны в техпаспорт вашего автомобиля именно с этим адресом. Да, я вам, кстати, дам лайфхак, как сделать и как прописать туда свой рабочий автомобиль. Но тем не менее, то есть они смотрят прям техпаспорт и смотрят, чтобы там были вы вписаны как владелец и именно с вот этим адресом. Это важно. Дальше. У вас должен быть на руках ваш ПИТ, ваш годовой финансовый отчет личный за прошлый год. К нему, за что меня наругали, у меня его не было, это ужендовое посвящение от бюро. Это еще одна бумажка с непонятным кодом, которая свидетельствует о том, что ужент действительно получил ваш годовой финансовый отчет. И справка от вашего работодателя, либо от вашей фирмы, из ЗУСа о том, что вы застрахованы. И вот этот весь набор документов, единственная прописка онлайн, остальное все надо распечатать, принести им, показать, они это все проверят, на месте заплатите и выдадут вам вот эту бумагу. Там же на месте у них есть много всяких наклеек, можно взять себе, допустим, наклейку платного паркинга, что вы паркуетесь, что вы оплачиваете за паркинг не в паркоматах, а через интернет. Это очень важно, потому что к этому тоже могут придраться. Я общался, было мне скучно, ждал жену, общался с вот этим менеджером по парковке, который штрафы выписывает. И говорю, сколько времени дается на паркинг? Он говорит, у вас есть 5 минут после того, как вы остановились, для того, чтобы запарковаться. Я говорю, а если я сижу в машине как водитель, можно ли мне не парковаться? Он сказал, нет, все равно 5 минут, иначе я вот так вот при вас вручу вам штраф. Я говорю, окей, говорю, а могу ли я оплачивать через интернет паркинг? Он говорит, да, только вам нужно уведомить о том, что вы оплатили через интернет, иначе мы можем искать чек на торпеде. Итак, последний вопрос, я надеюсь, вам понравилось это видео, даже не вопрос, а лайфхак, как служебный автомобиль, рабочий ваш автомобиль, допустим, купленный на бизнес, тоже прописать по вашему адресу. Все очень просто, вам нужно стать совладельцем. Для этого вы продаете хотя бы 1% вашего автомобиля себе от фирмы,
самой себе, заключаете договор между фирмой и между собой как физлицом. Идете там, где вы регистрировали автомобиль, чтобы вас туда вписали с нужным вам адресом, вуаля, вы становитесь совладельцем, у вас есть договор на жилье, все эти документы, о которых мы говорили выше, и вы приходите и получаете паркинг на районе для вашего служебного автомобиля. Друзья, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До встречи в следующих выпусках.